Привет, друзья! Любите ли вы Одессу, как люблю ее я? Когда-то меня одесситы учили, как правильно говорить слово Одесса. Не Одесса, не Одесса, Одесса, а Одесса. Мягко, так, с придыханием. Одесса. Когда вот так вот ты говоришь, ты вот пытаешься вложить в это по максимуму. С любовью, подсказывает мне Нина. Нину мы вам не покажем, а Нина это наше все. Ну, Манчестер. Одновременно продвигая два проекта, Unit City как глобальную экосистему и RadarTech как корпоративный акселератор, был в Одессе. Было много встреч, связанных с тем проектом. Ездили детально обсуждать финтех, корпоративный акселератор и попкорн. Это программа, связанная с развитием стартапов в сфере финансов, около финансов и каких-то технологий. Называется попкорн, который мы делаем вместе с Укрсиббанком. Ну, поехали, посмотрим же. Летел я туда по своей воле. Почему это так звучит? Потому что я с удовольствием летел на Ан-24. Ан-24 это такой самолет, летающее средство, турбовинтовой, очень специфический. Чуть более детально сейчас я вам покажу об этом. Стресс присутствует, но ко всем, кто боится летать, стресс неоправданный, ибо только этот самолет не падает. Почему? Детали в видео. А правда, что эти не падают самолеты? Нет, они планируют. Планируют? То есть, да, это очень-очень хорошее, как бы. Они садятся на грунтовую полосу, то есть. Вот. Если что, могли в поле приземлиться. Да. В поле могли приземлиться. Отлично. Спасибо большое. Красавчик. У меня было пару свободных часов, ну и решил же покушать. Вот как бы вот выражение хорошее, вот от добра добра не ищут. Вот знаешь там своих любимых 2-3 ресторана в городе, вот кафе, не знаю, там столовки, иди туда. Нет, решил выявиться, посмотреть по оценкам, что там самое лучшее в радиусе 500 метров, пошел туда. С приключениями вот такими. Сейчас покажу, расскажу. В Одессе гуляю. Перед мероприятием решил же пообедать. Как продвинутый пользователь интернета, решил воспользоваться рекомендациями массовых потребителей и пошел в какую-то очень крутую раменную. Пафосный ресторан какой-то, очень популярная раменная, чтобы съесть вкусный супчик с какими-то утками. Принесли мне закуску, принесли мне рамен, и в рамене здоровенный кучерявый волос. Конечно, все поменяли, извинились, покушал вкусно, но ощущение того, что шел ты, а по факту получил непонятно что, не покидало. Надо было переться вдаль, чтобы сажать супа с волосом. Но не скажу, пообещал, не скажу, что это за место. Хорошее объективное место и хорошая оценка. Ну, случай, он такой. Как говорил мой дедушка, если не повезет, то трипер на сестре подхватишь. Прекрасная история про Mobile Beach Conference. Это очень крутая конференция, которая проходит в Одессе. И проходит она не просто в Одессе, а на пляже развлекательного комплекса Ибица. Представьте себе, на Ибице вы не бухаете, вы не нюхаете психотропные средства, вы не знакомитесь с длинноногими, пышногрудыми красавицами, а вы занимаетесь инновацией. Вы или стартап, вы учитесь, либо вы судья, вы судите, либо вы занимаетесь трафиком, а это про трафик конференция в основном мобильным. В целом ведете себя нестандартно в очень приятном, комфортном месте. Фух, нелегко быть инноватором на Mobile Beach Conference. Вот, хвастаюсь. Купил себе кроссовки, ребята, Air Jordan. Считайте, что это розовая мечта моего голубого детства. Потому что в тот момент, когда они были выпущены в 1986 году, естественно, купить кроссовки там за 200, 300, 500 долларов возможности не было. Я просто о них знал. Там где-то в 90-м году о них начал слышать. И вот в 2015 году Nike сделал релонч этих кроссовок. Некоторые модели доходили в цене до 700 долларов. В Киеве их можно оригинальные купить где-то от 7 тысяч до 10 тысяч, вот такие, как у меня. Я, мальчик умный, купил их всего лишь за 120 евро.
но считаю, что все равно переплатил приблизительно в 20 раз, ибо себестоимость вот подобного изделия на самом деле от 4 до 10 долларов. И при этом, да, как бы Nike умудряется, несмотря на то, что себестоимость низкая, продавать еще дороже, чем ближайшие конкуренты Adidas, Reebok, Puma. О чем говорит? О том, что при правильной истории, про умение рассказывать истории, Nike отлично рассказывает истории. Nike убеждает вас, что именно в его одежде, в его кроссовках вы становитесь более спортивным, более сильным, более ловким, умным, чем в других кроссовках другого производителя. Так и в жизни. Чем интересная история, чем лучше вы это все запаковываете, тем больше вы зарабатываете на той же единице продукта и времени, денег, которые вы вложили в какой-то конкретный проект, в какой-то конкретный продукт и тому подобное. Это честно, это справедливо, это выбор человека покупать у вас продукт с историей или просто рядовой серенький продуктик. Я выбираю продукты с историей. Вот. Такие, как есть. Я считаю, что под костюм лучше обуви не придумаешь, чем эти волшебные, правильные кроссовки. Причем в них очень удобно, нога не потеет. Самое главное, что она еще очень правильно себя ведет с точки зрения ортопедии. Вот на этом историю про Nike закончим. Привет ортопедам. Это все было сказано не просто так. Я сегодня на Mobile Beach Conference в качестве жюри. И вот я буду смотреть, как стартапы умеют паковать свои продукты, рассказывать историю. Резюмируя эту конструкцию, скажу, что Facebook не был первой социальной сетью. Какой-то уникальной, какой-то самой продвинутой и тому подобное. Он просто грамотно начал рассказывать историю, а потом еще победил технологиями. Вот посмотрим на наших стартаперов. Кстати, апероль не мой, если что. Мой чаек. Ну и апероль я уже выпил тоже. Ну, честно. Денис Довгополый. Мой очень старый товарищ. Я его знаю, наверное, с 2009-2010 года ориентировочно. Довгополый – это динозавр отечественной инновационной индустрии. Динозавр движения стартапов, бронтозавр всей тусовки. Покрытого шрамами инноваций человека в Украине, я не знаю. Фамилия говорит сама за себя, а сам он про себя расскажет в нашем следующем сюжете. Мы с тобой обсуждали, что как повезло мне все время выйти из инновационной истории. Сейчас опять в нее войти, получается, а ты продолжал работать. Ты неправильно вышел. Выходить надо в окно, а ты вышел из бизнеса. Из бизнеса. Кстати, меня сейчас опять зовут туда же. Всем понравилось. Не шучу. Выходи в окно. Опять выходи? Ну, расскажи, ты приехал, ты же выступал? В прошлом году. А тут, а сейчас? Нет. Че? Я сам организовываю мероприятия. 2 года подряд одного и того же спикера катать, ну, такое себе, да. А скажи мне, что ты сейчас ходишь тут, гуляешь? Я очень ценю нетворк, очень ценю людей, с которыми я работаю. Есть люди, которым я не могу отказать. Когда старший Рыговский написал и сказал: приедь, пожалуйста, хорошее мероприятие, ты добавишь что-то. Я не стал спрашивать, зачем я приехал. И тут вот есть какие-то стартапы, которые я пойду послушаю, посужу их, наверное. О, ты тоже судишь? И я сужу. Да. Все молодцы. Да. Нет, я молодец, а ты примазался. Я примазался к молодцу, к легендарному Денису Довгополому. Непонятно, насколько Довгополому, да, но в целом, Окей, да. да. Ну, теперь у меня спроси что-то ты. Макс, да Коля. Так а хули? Я тебя публично еще раз поздравляю с рождением дочки. Человека очень в хорошую сторону это поменяло. Было непонятно что, а сейчас нормальный Что же мужик. тебя? Было говно, стало говно с ребенком. Не-не, сейчас вот нормальный чувак. Хорошие посты пишешь, переживаешь, волнуешься. Про страну думаешь больше. Да. Ей-то жить надо где-то. Молодец. Поцелуй с максимальной эффективностью называется миньетом. Вот это вот сказал, вот это вот. И вот это оно пойдет. Оно в тизер пойдет, дурак. Ну все, давай, выключай. Не будешь выключать? Ну не выключай. Нелегко на Mobile Beach конференции, бассейны, единороги, всяческие непреодолимые пороги. Я, помню, даже сгорел. Boring. It's only going to take half an hour, and all the questions here are actually handpicked by industry experts, by entrepreneurs in the space. After this panel, we're going to have another 6 companies to present. They're really good ones. They're hardware companies, software companies, companies in the cinema space. Really interesting. There are many companies like Google,
Facebook that are vying for technological leadership in allowing for content creation. Как я уже говорил, что стартапером быть нелегко. Не пить, не гулять, не знакомиться с бабами роскошными. Вот единственное, что приходится, это вот интервьюировать сильных мира сего. Сильных и влиятельных мира сего. Один из которых Илья Бошняков. Оказалось, что мы соседи. Мы живем с разницей в 2 этажа. Мы близки как никто. И мы решили обсудить это на фоне алкогольной стены. У нас появилась первая рубрика постоянная. Называется рубрика «На веселе». Приятные люди раскрываются по-особенному под воздействием зеленого змея. Значит, наша постоянная рубрика называется «На веселе». Так как мы слегка на веселе, в Илье булькает 1 белый русский, во мне булькает 1,5 бокала просека. А то и 2,5. Да. Расскажи, зачем мы сюда пришли, что мы тут с тобой делали и во имя чего это все происходит? Выглядит как маленькая автопати после первого дня. Так. Mobile Beach Conference. Какие твои ощущения? 3 слова. Было по-разному. Было по-разному. Это 3 слова? Да. Хорошо. На самом деле была очень интересная аудитория. Была не те же люди, которые ездят на все остальные конференции. И А я тоже заметил, знаешь, очень много было людей, которые занимаются трафиком, покупкой, продажей и на... эти люди ходили в пиджаках, хипстерских прическах и сидели в черных очках, даже когда зашло солнце. Я? Да. В Джорданах. Нет, я не разбираюсь в этом. Но кроссовки Джорданы. Кроссовки Джорданы, да, так получилось просто. Но... Я смотрел, у кого самые дорогие кроссовки были из жюри, у тебя были самые. Ты отметил? Да, у Horizon дешевле. Сейчас вот хорошо. Илья, мы с тобой соседи, как оказалось. Выяснилось. Да, мы живем в одном доме, на одной улице, в одном подъезде, как сосед соседу. Что бы ты порекомендовал мне в качестве развития видеоблога, б, продвижения инноваций в стране? Ты как лидер продукта под названием AIN.ru, издатель. Хорошо делай то, что ты уже делаешь. Еще лучше? Хорошо. Так. А я сейчас не очень хорошо это делаю. А я пока еще не знаю, чем это кончится. То есть ты хочешь в это все чем-то хорошим? Я рассчитываю на это, по крайней мере. Хорошо. И что-то еще? И чтобы я хорошо делал то, что я тоже делаю. Ты же сказал, и для страны. Ага. Хорошо. Тогда я торжественно на камеру обещаю помогать тебе в этом. Клянусь, можно так сказать. Торжественно. Да. А ты как получится тоже. Скрипим? Скрипим. Надо лупануть. Ну, пожалуй, все. Мы продолжим, возможно, дальше, когда Илья будет чуть больше на веселе, чтобы нам было о чем глубже поговорить. Ну, жене надо показать. Сосед соседу, все должно быть. Идем дальше. Дорогие друзья, на сегодня мы с Одессой прощаемся, но не навсегда. Я благодарен вам, что вы смотрите. Я предлагаю вам продолжать подписываться. Нас уже почти 600 человек, а может быть и больше. Комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям. Скоро будем разыгрывать призы. Алкогольные и безалкогольные.